Всем привет! С вами снова я, Инсейр, и сегодня я покажу вам новое обновление 2067 Warfare. Прежде чем перейти к осмотру новой версии, поговорим о прошлой. К сожалению, как все вы уже знаете, две прошлые версии 0.5 и 0.51 были плохо оптимизированы и имели в себе большое количество не просто багов, а критических багов, которые вызывали постоянные вылеты. Данную проблему я попытался исправить в версии 0.51. Но, увы, не смог. В этой же версии, а именно версии 0.6, я исправил все эти критические баги, поэтому аддон не должен вылетать. Ну а теперь перейдем к осмотру всего списка изменений, что я внес в новую версию 2067 Warfare. Весь список изменений включает в себя 31 пункт. Ну и начнем с банального. Я добавил переводы на английский и русский языки, названия магазинов, патронов, ну и некоторых обвесов, которые можно было еще перевести. В их число входит вертикальная ручка и глушитель. Вы наверняка помните, что в моем аддоне многие предметы имели 3D модели, когда вы их выбрасываете. Ну так вот, я убрал 2D текстуры у выброшенных предметов, которые имели 3D модели в выброшенном состоянии. Изменение анимаций. Мне пришлось нанести во многие анимации некоторые корректировки, чтобы они лучше ложились на новые модели. Например, я скорректировал позиции для ГЛОКа 53, М22, РБЛ-34 и ДБН от первого лица. Теперь, как мне кажется, они выглядят лучше и при установке прицелов не сильно перекрывают обзор на экране. Также я улучшил работу частиц с окружением. Теперь вы не встретите того, что частицы взрыва проходят сквозь какую-либо стенку. Кстати, о частицах. Я для оптимизации заменил выпадающие гильзы и трассера на частицы, которые в сумме с прошлым пунктом лучше взаимодействуют с миром. А вот и еще дополнительная информация насчет анимаций. Я исправил анимацию бега ДБН и добавил анимацию нахождения в воде всем оружием от третьего лица. Плюс скорректировал позиции прицеливания всех оружий, извиняюсь за тавтологию, с установленными на них прицелами. Не будем далеко отходить от обвесов. Теперь все модели обвесов находятся внутри моделей оружий. Для чего же это сделано? Это сделано потому, что многие игроки мне жаловались, что к моделям обвесов в их мирах постоянно не подгружались текстуры. А вот про подгрузку текстур моделей именно оружий никто не жаловался. Поэтому я решил, что было бы неплохо объединить модели оружий и обвесов. Далеко от темы моделей уходить не будем. И в ту же копилку отправим изменения моделей обвесов и оружий. А именно, были переработаны абсолютно все модели, что есть в аддоне, чтобы все больше подходило под стилистику Майнкрафта.
Также еще хочу поговорить насчет частиц. Все частицы в аддоне довольно сильно нагружали устройство, поэтому я уменьшил количество частиц внутри каждой, как бы это странно ни звучало, частицы. Ну и, само собой разумеющееся, уменьшил разрешение текстур частиц, чтобы и они больше подходили под стилистику Майнкрафта. В дальнейшем, если это будет нужно, то я могу еще раз уменьшить разрешение текстур частиц. Также я добавил хитмаркеры в аддон. Теперь, если вы хотите поиграть с ними, то вам нужно включить в экспериментальных настройках мира скрипты, так как хитмаркеры работают на скриптах. Что же по новому контенту? А его в этой версии достаточно мало, так как изначально я лишь хотел улучшить старые механики и переработать модели. Из нового контента у нас имеется бинокль и новое оружие ближнего боя — катана. Ну а теперь переходим к менее глобальным изменениям, внесенным в аддон. Первое. Были оптимизированы коды аддона, так как многие игроки жаловались на оптимизацию. Да и с каждой новой версии игры разработчики добавляют все новые и новые возможности для оптимизации наших проектов. Гранаты после броска, если они находятся в воздухе, начинают вращаться, что теперь выглядит реалистично. Был уменьшен интервал выстрелов у трех оружий. У АК-37 и РПК-37 этот интервал уменьшен с 0,07 секунды до 55 тысячных секунды. То есть интервал был уменьшен на 15 тысячных секунды. А у ACW этот интервал был уменьшен с 0,06 секунды до 0,05 секунды. Были добавлены 3D модели предметов, магазинов и патронов. Тут и так все понятно, надеюсь, что объяснять не нужно. Выброшенные после перезарядки оружий пустые магазины и выброшенные вручную из инвентаря предметы магазинов имеют разные модели. Что же это означает? Так это то, что раньше для обоих случаев использовались одни и те же модели. А теперь предметы магазинов, выброшенные вручную, имеют модели, в которых мы можем увидеть нерасходованный патрон. А вот уже выброшенные после перезарядки магазины и не имеют в своих моделях патронов. Также пули теперь могут разбивать больше видов блоков. Раньше при помощи пуль можно было ломать лишь стекла, но уже сейчас при помощи пуль мы можем ломать еще и фонари, фонари душ, морские фонари, светильник Джека, тыкву, свечи, факелы, ну и арбузы. При использовании стимулятора игроки больше не будут замедляться. Ну и, наверное, одно из самых главных изменений в аддоне — это то, что я перенес аддон на более новую версию. Изначально данной версией являлась версия 1.20.51. Но так как мне понадобилась более новая версия движка для скриптов хитмаркеров, было решено сразу перенести аддон на версию 1.20.60 и выше. Тоже. Вот и все по изменениям в данной версии аддона. 2067 Warfare все еще развивается, поэтому многие механики, модели, текстуры, частицы и так далее будут в дальнейшем улучшаться, чтобы аддон мог вас радовать и в дальнейшем. Да, новых предметов в этой версии не так много, но я обещаю вам, что в следующей версии новых предметов, оружия, гранат, брони и тому подобное добавится больше. На данный момент основной каркас аддона уже готов. Поэтому в будущем мне не нужно будет запариваться над улучшением технической части проекта. Вот и все. Надеюсь, вам понравилась данная версия 2067 Warfare, а также мои будущие проекты. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки,
подписывайтесь на канал, следите за новостями и обновлениями моих проектов в Дискорде и Телеграме. Всем удачи и всем покедова, ребятки!